Я приношу извинения за качество, но, к сожалению, у меня осталось только несколько записей боев, которые проводились на стриме. Их можно посмотреть в ярких моментах на Твиче. В фильмах и сериалах есть такой персонаж, который живет отрешенной жизнью в одиночестве. У него огромный зал оружия, и он больше никогда не берет его в руки. Он вспоминает свои бои с честью и гордостью и любит ностальгировать о своей молодости. Вот такой человек я. Я уже давно не воюю и не устраиваю себе испытания на прочность. Elden Ring не стал для меня чем-то интересным, а вот серию Dark Souls, Bloodborne и Sekiro я уже давно прошла. Самым запоминающимся стал Dark Souls из-за количества частей. Самым первым был Bloodborne, а самым последним и диким Sekiro. Это были самые эмоциональные стримы, самые душевные и самые интересные. Ажиотаж вокруг Dark Souls — это какая-то магия, и когда ты проходишь всех боссов, то чувствуешь себя переродившимся из пепла. К большому сожалению, у меня мало записей, сохранившихся вообще где-либо. Но зато какие это записи! Начнем с одного из моих любимых отродий бытия. Манус. Путь к Манусу был не так-то прост. Он находится в дополнении в самом конце, и даже если вы убили Арториуса, то дойти до Мануса — это целое дело, а потом начинается тьма. Сделано потрясающе, даже переводя на наше время. Эти темные пещеры, в которых мелькает лишь маленький огонек, и жуткие криповенькие красные глаза вдалеке. Огромное количество летающих душ, которые не могут найти покоя и наносят урон, и все это нужно постоянно пробегать, если вы не откроете лифт к локации с Арториусом. Мануса можно убить двумя путями господними, но я, конечно же, пошла убивать его сама, а не с помощью лука, смотря вниз. Это, конечно, интересно сделано, и я до сих пор не понимаю, то ли это специально создавали, то ли это какой-то просто баг. И вот он, Манус. Достаточно большой и по-своему компактный. На первых стадиях у него нет никаких дальних атак, кроме руки, и по ней надо бить, а потом начинается смак. И здесь я засела именно с таймингами его прыжков. Убивала без помощи Сифа, пару раз вызывала, но толку не было, и поэтому убивала полностью сама. Здесь меня волновали лишь прыжки, так как на его второй фазе я даже не увидела в этот раз ничего интересного. Обычно он выпускал души, и они сжимались обратно, и между ним и душами есть пустое поле, на котором можно встать и вас не тронут. Но в этот раз мне повезло, и я убила его очень быстро. Это был трай чуть ли не 50-й, а может и больше. Я долго на них хожу. Манус имел для меня более философское значение, нежели это был сложный босс, у которого 300 миллионов атак, и ты не можешь его победить. Нет, Манус был главным виновником торжества, и с него началась вся история перехода в новую эру. Конечно, мне было интересно, что же там такое ужасное сидит в темнейших глубинах, и вот эти синие следы, которые показывают, как Арториус пытался выбраться и остался человеком. Мы заходим в самую бездну, где уже ничего нет, и это тоже подразумевает, что новая эра уже пустила свои корни. Мы видим, как Манус кричит и ведет себя довольно странно, а это потому, что он сошел с ума. В данном случае это не сказано для красного словца, а человек, который впитал в себя темную душу, действительно сошел с ума. Тут есть небольшой, однако очень важный момент. Манус не сам по себе стал буянить, а его возродили. Каас, змей-искуситель, убедил жителей Алачеля, что им вот надо из кожи вон, но потревожить покой Мануса, дабы изучать темную магию. И я до сих пор не понимаю, как такие светлые люди могли на это пойти, но Каас на то и змей-искуситель, что смог их убедить. Таким образом, Мануса потревожили, и он сошел с ума. С этого и началась новая эра, а казалось бы, на что может повлиять такое якобы незначительное действие, а на самом деле именно оно и стало камнем преткновения и последующей гибелью всех и вся. И вот ты приходишь сразиться с лицом к лицу с самой тьмой. Ты добрался до самого дна, и наверх можно вернуться только лишь победив само зло. Но так как мы в игре, то можно делать что угодно. Манус был благополучно повержен, и он был почти последним боссом во всей первой части Dark Souls. Еще одно чудо чудное, которое заставило меня попотеть. Его резкие движения с косой не давали мне сосредоточиться, и плюс я считала его слишком сложным. И, видимо, такая оценка наложила на меня какой-то ступор. В Bloodborne я всегда пользуюсь раковиной фантома, и с помощью нее я убила Германа. Самое удивительное, что до меня только через 10 или 20 боев дошло, что третья фаза — это те же самые действия, что и с первой и второй. Однако это не означает, что все так просто. Но когда я это поняла, именно этот бой я и выиграла. Подождите, так он же делает все то же самое, что и в первой. Подождите, он же реально делает все то же самое, что и в первой. Блин! Блин, беги, беги, беги!
Герман является нашим наставником, и именно он встречает нас в первой кат-сцене и говорит, куда идти. В Bloodborne история взаимоотношений Германа и Марии не ясна с первых и даже с 10-х минут, а если вы не играли в дополнение, то вообще ничего не понятно. У Германа можно пропустить много диалогов, пока он спит, и это ужасно сказывается на понимании лора. Вкратце, Мария с Германом были достаточно близки, но после того, как она умерла, Герман не смог прожить свою боль и утрату и сделал куклу, копию Марии, но и это ему не помогло. Также именно он является ключом преткновения всего, что происходит на данный момент, так как Герман заключил негласный договор с присутствием Луны, благодаря которому Герману необходимо снова и снова обучать новых охотников, чтобы они перемещались в другие сны и там бились не на жизнь, а на смерть. Если мы выбираем концовку с принятием своей судьбы, то тогда мы просыпаемся в реальном мире. Если же убиваем Германа, но у нас не хватает пуповин для правильного убийства присутствия Луны, то тогда мы автоматически заключаем негласный договор и ставим на место Германа. Если же мы вооружены во всеоружие и имеем все 3 пуповины предтечи Великого, то тогда мы действительно побеждаем присутствие Луны и таким образом сами становимся великим. Теперь нас в виде кукарачи будет взращивать кукла, и вскоре мы станем большой кукарачей. Мне, с одной стороны, жалко Германа, но с другой стороны, он добровольно заключил союз с присутствием Луны, и теперь это его тяжкая ноша. Если не считать 3-й фазы, то первые 2 довольно легкие. Только надо привыкнуть к тому, что он очень быстро двигается, и он не совсем дальник, скорее ближник, но коса может удлиняться и пару раз вас задеть. Других атак у него нет, и если перед ним не мельтешить, то никаких проблем у вас с ним не будет. Мы переходим к главной вишенке на торте. Это был самый долгий босс за всю серию игр From Software. Это была настоящая жуть. Дело в том, что всю 3-ю часть я не проходила сама в первый раз. Она не была мне интересна, потому что я уже видела ее, и возиться с ней мне не особо хотелось. Но вот картина Арианделя вызывала во мне спорные чувства. Именно на картине Арианделя я поняла, насколько же далеко продвинулась в боях. Я вспоминала, как вообще никак не могла пройти еще несколько лет назад всех этих боссов, когда вообще не играла в Dark Souls, и для меня любое телодвижение врага казалось смертельной опасностью. И спустя несколько лет я прихожу и убиваю всех боссов сама. И вот я добралась до Фриды, и это было божественно. Весь бой длился 17 минут. Я уже ходила на нее 3 недели или даже больше, и я так устала, но все равно не сдавалась. Когда я уставала, то включала иеромонаха Феофана, и открывалось второе дыхание. Абсолютно случайно получился такой топовый момент, который я даже зафиксировала. Если вы не убивали боссов по иеромонаха Феофана, вы многое потеряли, так что обязательно включите что-нибудь из его репертуара и почувствуйте себя настоящим ванпанчменом в мире Dark Souls. Первая фаза несложная, но надо понимать, куда она уходит после исчезновения. Таким образом, можно легко ее подцепить и перейти на вторую фазу с Борщеваром. Борщевар — это, конечно, не очень сложно и долго, но зато очень весело. Мало того, что он орет как не в себя, так еще и машет своим котлом и выливает жижу на пол. Его легко репостнуть, и пока ты следишь за ним, надо следить за Фридой, но тут благодаря кольцу, которое она же мне и дала, можно спокойно попадать под ее атаки на несколько секунд, так что это не проблема. Но вот 3-я фаза — это проблема, и именно здесь я билась 13 минут. Я очень аккуратна в боях в таких ситуациях и ищу окно, чтобы нанести удар. Все убивают боссов по-разному, поэтому идеального метода для всех нет. Мне проще выжидать и нападать, и именно поэтому все это длилось так долго, но зато безопасно. Я выучила все ее приемы, а их дохренища, перекатывалась, бегала, и помню, как на последней попытке мне оставалось чуть-чуть. Меня схватила Фрида, сделала надрезик на мне и снеслось более 70% хп. Ах ты тварь, поймала меня! Ах ты тварь. И тут я обалдела, что мне так повезло, потому что Эстуса больше не было. И никаких доп. Ресурсов для здоровья тоже. То есть у меня была одна попытка, но так как бой длился 13 минут, я устала, и мое внимание рассеивалось, и я начала ошибаться. Ошибки были очень грубые. Я потеряла Фриду из виду, я точно попадала под ее удары, однако я все-таки смогла взять себя в руки и добить. Опять же, несмотря на усталость, я сохраняла свою четкую последовательность действий и продолжала идти вперед. Спустя несчетное количество попыток я все-таки смогла это сделать. Помню, что после убийства у меня внутри не было ничего. Я просто молча пошла дальше, и все. Настолько я была вымотана.
Еще один интересный персонаж, только теперь уже из Секиро. Обезьяна-страж. И именно она так будоражила всех игроков, которые пытались ее пройти. Однако на деле все оказалось не так сложно. Я не потратила на нее много времени, может дня 3, и то я точно не помню. С ней есть небольшой момент. На второй фазе ее нужно затыкать копьем и подцепить скалопендру. А это можно сделать, если у вас есть встроенное копье выпад. То есть вам надо 2 раза зажать удар, и тогда вытащится скалопендра. Делать это надо после того, как вы поймали удар обезьяны блоком, а это в свою очередь делается только на одном моменте. Но давайте обо всем по порядку. Первая фаза хаотична, и обезьяна всячески пытается орать и пугать вас, и здесь многие попадаются на эту уловку и начинают в панике метаться по локации. Хотя на самом деле нужно всего лишь отойти. Самые лучшие моменты для удара, когда обезьяна валяется на земле, и после того, как она перестанет беситься, ее можно бить. Я била клинком бессмертия, только он ест эмблемы духа, так что надо торопиться, либо же как-то уложиться в нужный объем по эмблемам. Также у вас периодически будет появляться кружочек зеленый над обезьяной, а это значит, что вы можете запрыгнуть на нее и тоже сделать несколько ударов. В других же случаях к ней просто не надо подходить и все. Вторая фаза еще легче. Вам просто надо прыгать, пока обезьяна машет своей катаной, и ждать, когда она поднимет лапу наверх. И вот здесь ловить. И на этом самом моменте это сделать достаточно легко, потому что она фиксируется на несколько секунд и делает резкий удар вниз. И тут уже можно постоянно жать блок, и все, вы попадете. Идет анимация назад, обезьяна падает, нажимаете 2 раза кнопку удара, прыгаете на обезьяну, еще раз делаете контрольный удар, и все, враг повержен. Мне обезьяна-страж нравится своим видом, локацией и особенно приемами на второй фазе. Она интересная, но чтобы это было что-то непроходимое для меня, однозначно нет. И последним, но не по значению, станет мой любимый Арториус. Это лучший мертвый мужчина из всех дарков. Я его обожаю. Как он двигается, его костюм. У меня даже есть фигурка дома, настолько я его обожаю. Да, он не Артур Морган, однако Арториус моя любовь. Вот именно с ним мне нравился сам бой, в отличие от Мануса, где важность происходящего состояла из-за лора. Да, в случае с Арториусом лор имеет значение, но его выпады, прыжки и то, каким его сделали, гораздо интереснее. По лору именно Арториус был направлен в бездну, дабы сразить Мануса, но у него мало того, что ничего не вышло, так он сам был осквернен бездной и теперь убивает всех и вся на своем пути. У него 2 фазы, и я никак не могла добить его. Мне не хватало буквально чуть-чуть, однако Арториус не был сложным, и мне действительно нравилось на него ходить. Я даже не хотела, чтобы этот бой заканчивался, и спустя несколько часов я его благополучно убила. Самый любимый босс, самый лучший босс и самый крутой мужчина Арториус. Если бы он не был таким трупным, то было бы еще лучше. Огромное количество боссов было убито лично мной, и жаль, что я не запечатлела этот момент, дабы рассказать вам и показать свои воспоминания, которые были самыми яркими за всю мою игровую деятельность.